В XVI веке в городском реестре Венеции насчитывалось более 12 тысяч куртизанок. Они же были важным элементом в экономике республики и любимыми клиентами банков. Куртизанки Венеции получали официальные доходы, в том числе от иностранцев. Туризм все-таки. Проезжающие мимо купцы точно знали, что в этом городе не действуют никакие запреты. И торговый люд с удовольствием оставлял свои деньги в карманах местных проституток, а те несли их в банки. Ах да, еще и налоги с них платили. Кстати, к XVIII веку в реестре числилось уже 21 тысяча тружениц. Почему? В какой-то момент мужчины решили вписать в реестр не только налогоплательщиц, но и просто незамужних девушек, которые имели более чем одного ухажера. Статистика не врет, врут статисты. Куртизанки в этом городе крепко стояли на ногах, и даже их наряды невозможно было отличить от платьев знатной дамы, как и манеры и образование. Все-таки эта профессия предполагала высокие ставки, ведь гостям и дипломатам было нужно что-то уникальное. Так что дорога в проститутки лежала через обучение наукам. Примечательно, что многие куртизанки учились и в школах для мальчиков, чтобы получить достойное образование. Чтобы вы понимали, какое место занимали эти дамы в экономике республики, расскажу вам одну историю. Однажды в совет выбрали нового дожа. Он был уже в преклонном возрасте и тяготел к праведной жизни. И решил он отменить проституцию. Ну, мол, нехорошо это как-то, да и Рим нам уже с вами пальчиком грозит за непотребства наши. В общем, взял и отменил. Ну, дамы официального фронта экономики честного греха и удовольствий обрадовались отпуску и поехали на пикник. Когда еще будет возможность устроить выходные? То одна занята, то другая, а тут все сразу и свободны. В общем, девушки взяли вино, закуски, лютни и отбыли на остров Лидо, гудеть весело и непринужденно от глаз и станков подальше. А город слушал и завидовал веселому острову. Но в это время в городском бюджете намечается дырка, и жалобы мужчин и горожан на распоясавшихся юцов, которые стали позволять себе приставать к замужним дамам. А купцы, узнав о такой новости, разворачивались и ехали домой со своими деньгами, ведь у многих из них в городе была любимая красотка, и не одна. Продержался город чуть более 2 недель. После чего дедушка свой указ все-таки вынужден был отменить. А леди с острова Лидо так увлеклись, что за свое возвращение еще и условия выставили. Тут они и недополученную прибыль указали, и моральный ущерб от тоски по любимым клиентам, и прочее. В общем, встречали гондолы с девушками всей Венеции. Но была и обратная сторона медали. Например, куртизанкам было запрещено носить настоящий жемчуг или маски во время карнавала. Если на таком поймают, отрежут нос и уши, чем обычные благородные дамы, конечно же, с радостью пользовались. Ведь они тоже любили демократию и все ее прелести. Но в какой-то момент нравы в республике стали слишком даже для нее. Документ, дошедший до нас, утверждает, что в Венецианской республике XVI века гомосексуализм принял особо большой размах. Да настолько, что многие проститутки остались без своих клиентов, а городской бюджет, соответственно, без немалой толики дохода, а церковь так и вовсе была в ужасе. Куртизанки срочно обратились к властям, и государственные деятели нашли решение. Они издали интересный указ. В нем говорилось, что все девушки из особых кварталов в нерабочее время должны были сидеть в окнах, свесив вниз голые ноги и обнажив грудь, тем самым привлекая мужчин сильнее и уберегая их от гомосексуальных связей. Можно сказать, грудью защищали моральные устои. Signora, ciao! Che bella! Mio cuore! Solo per te! Oh, Madonna mia! Che bella! Quanto costa?